Уважаемые друзья, коллеги, подписчики, участники проекта, спонсоры канала, поздравляю вас с наступающим 2021 годом. 2020 год был очень трудный, но в то же время достаточно успешный для нашего телеграм-канала. Там уже более 21 тысячи человек, подписчиков, и здесь нас более 31 тысячи. Это только благодаря вам, уважаемые подписчики. Давайте сделаем 2021 год еще более успешным. Давайте удвоим наше количество. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям, делитесь информацией. Еще раз вас всех благодарю и желаю вам и нам всем успехов в 2021 году. Потому что быть успешным в современном мире, не обладая актуальной, точной информацией, объективной, неразвлекательного характера, невозможно быть успешным. К сожалению, 2020 год, последний месяц, был омрачен в российско-китайских отношениях запретом импорта российской рыбы на территорию Китая. И это практически осталось незамеченным многими экспертами, потому что многие недооценивают роль сельскохозяйственного экспорта, продовольственного экспорта из России в Китай. А если мы посмотрим на цифры, то мы увидим, что в целом Россия экспортирует в год примерно на 3,5 миллиарда долларов рыбы. Это колоссальная величина. И 61% этого экспорта приходится на Китай. То есть речь идет о том, что в следующем году, возможно, Россия не досчитается порядка 2 миллиардов долларов США. Чтобы вы понимали, о какой сумме идет речь, я просто для сравнения вам скажу, что экспорт российского оружия высокотехнологичного составляет 1,8 миллиарда долларов. То есть практически рыбы мы экспортируем в Китай столько же, сколько оружия. Это гигантская величина для нашего бюджета, для наших представителей бизнеса, для наших региональных, в том числе, бюджетов. Но что же мы сделали в ответ на то, что ведомство Китайской Народной Республики, а в частности курирующий вице-премьер Ху Чуньхуа, а мы, кто регулярно читает мой телеграм-канал, знает, кто это за человек, что это за человек, что это преемник от комсомольской группы, которому Си Цзиньпин не дал стать таковым, изменив Конституцию. Так вот, что мы сделали в ответ на то, что Ху Чуньхуа, по большому счету, ударил по российской голове табуреткой. Какой ответный прием нанес наш государственный аппарат, как защитился от этого, скажем так, далеко не дружественного акта со стороны китайских ведомств, которые мотивировали свои действия присутствием ковида на грузовых судах Российской Федерации. Что сделал Юрий Трутнев, которому боевые искусства знакомы не понаслышке, в ответ на то, когда Россию ударили табуреткой, по большому счету, по голове на Новый год. Юрий Трутнев написал письмо в адрес Ху Чуньхуа с просьбой возобновить экспорт рыбы. Вот так отвечают мастера единоборств на достаточно сомнительные, противоречивые действия наших китайских партнеров. И проблема эта, она не исключается, не заканчивается рыбой, а она распространяется на все наше усиливающееся взаимодействие, углубляющуюся интеграцию. И в данном случае, когда ответные заградительные меры приведут только к ухудшению ситуации, к потере бюджета Российской Федерации, вот самое время спросить, а какими асимметричными действиями, набором инструментов обладает Российская Федерация, чтобы воздействовать на политический, общественный, экономический аппарат Китайской Народной Республики. И ответ на поверхность – это та самая пресловутая мягкая сила, которую Россия должна использовать в качестве давления, в кавычках, потому что мягкая сила, она не давит,
она действует по-другому. Так вот, в качестве этого давления на Китай. И мы должны задаться вопросом, а есть ли у России хоть какая-нибудь мягкая сила, чтобы вот на такие действия китайской стороны отвечать адекватно и воздействовать на Китай. И, к сожалению, мы должны осознать и констатировать то, что России мягкой силы на территории Китайской Народной Республики не существует. Той мягкой силы, которая бы позволила бы в течение 24 часов создать нездоровый ажиотаж вокруг решения китайского правительства внутри Китая. Напомню вам ситуацию, как действуют китайские власти в отношении северных партнеров, если возникают конфликтные сложные ситуации. В 2009 году правительство Российской Федерации и региональное московское правительство приняло решение закрыть крупнейший оптовый рынок, принадлежащий в основном китайским торговцам, Черкизон, черкизовский рынок на территории Москвы. Черкизон — это не пустой звук для торговли российско-китайской. На него приходилось около 40% всей мелкооптовой оптовой торговли Китая с Россией. Это огромная величина. Так вот, когда решение было принято, буквально молнией на территории Российской Федерации выехала делегация во главе с министром коммерции, во главе с заместителем тогда министра, а позже он стал министром, Гао Хученом. Кстати, его биография в моей новой книжке описана. Очень интересный человек с интересной биографией. Выехали и заставили правительство Российской Федерации принять адекватные меры по компенсации ущерба китайской стороне и возобновления регулярной торговой деятельности. Вот мы знаем, что вице-премьер Абрамченко, курирующий эти вопросы, поручил своим заместителям разобраться с проблемой рыбы. Мы понимаем, что основной вылов рыбы придется на первые 3 месяца. И если эту проблему не решить моментально, то в России эта рыба просто сгниет. Потому что нету перерабатывающих мощностей. Южная Корея переполнена, а Россия просто не сможет сохранить и, грубо говоря, потребить эту рыбу, даже если ее будут раздавать бесплатно. То есть проблема аховая, и проблема будет стоить России порядка $2 миллиардов. И мы с удовольствием и с интересом будем наблюдать, как будут действовать российские власти в сохранении для нашей страны $2 миллиардов в отношении Китая. Продолжат ли они дальше писать письма, когда Китай будет бить по российским головам чиновников табуреткой с размаха на Новый год? Или они предпримут какие-то более адекватные, более разумные и более действенные меры? С удовольствием будем это наблюдать. А по поводу мягкой силы надо признать, что те органы власти, которые уполномочены эту мягкую силу продвигать, речь идет о зарубежных представительствах Российской Федерации, в меньшей степени о представительствах МИДа, в меньшей степени о представительствах Минпромторга, представительствах Минэкономразвития. Речь идет о торгпредствах, это не их прямая обязанность, а в первую очередь речь идет о представительствах Россотрудничества. На представительство и на действия их тратятся достаточно большие суммы, но реально речь идет о распространении российской классической или традиционной культуры на территории Китая. При этом это очень забавная ситуация, даже по поводу советских мультиков. Сами китайцы являются инициаторами покупки лицензий на эти мультики, их распространения, и Россотрудничество не имеет никакого отношения к этой эффективной деятельности. Но сложно решить мультиками и вечерами Пушкина и вечерами Баяна русского проблему давления, в хорошем смысле, на китайских чиновников, создания ситуации благоприятной для решения проблемы на $2 миллиарда. Вместо этого Россия практически не имеет никакого влияния на общественных лидеров Китайской Народной Республики, не используется абсолютно своими возможностями в сфере распространения религии, в сфере распространения влияния, в том числе как
одна из стран социалистического блока, и распространения своих знаний о своей истории, а также непосредственной работе с крупнейшими блогерами, так называемыми инфлюенсерами. Россия практически не ведет работу по линии парламента, по линии Народного политическо-консультативного совета в решении оперативно задач поднятия шума вокруг этой экстренной проблемы. А проблема реально экстренная. 2 миллиарда долларов – это не шутка, это колоссальная величина. Это по большому счету потеря рыболовецкой отрасли в течение ближайших 3 месяцев. Конечно, на месте подчиненных Абрамченко нужно было бы пренебречь салатами и шампанским, а вылететь вот уже вчера в Пекин, а даже не вчера, а неделю назад, когда принимающий порт, речь идет о Даляне, остался только один. Но наши уважаемые чиновники не предприняли никаких действий. Если они не предприняли даже этих действий, конечно, рассчитывать на то, что будут созданы информационные кампании в ведущих СМИ Китая, что блогеры китайские напишут о том, что ущемляются права мощнейшего антиамериканского партнера Китая, которого, кстати, вот Си Цзиньпин поздравил нашего первое лицо с Новым годом. Речь идет о том, что страны чуть ли не создают союз. Ничего подобного в китайской печати, в китайских СМИ, блогерах, ведущих, инфлюенсерах не существует. Более того, не существует даже программ по воспитанию таких инфлюенсеров, привлечение на наше влияние, под наше влияние, распространению нашего влияния. Деньги тратятся на представительство разных зарубежных наших организаций и ведомств в Китае, то есть просто зарываются в землю. На эти деньги можно было бы провести не одну точечную информационную кампанию по защите наших производителей, которая бы полностью соответствовала законам и правовым нормам Китайской Народной Республики, не нарушая никаких норм, ни этических, ни законодательных, ни административных. То есть это абсолютно эффективный метод влияния и воздействия на общественную среду. Более того, у покупателей российской рыбы в Даляне, в Циндао и в других существует огромное, это бенефициары китайцы, которые также могли бы использовать свое влияние, если бы такая информационная кампания бы пошла. Но, как еще раз я хочу сказать, что ни одного лояльного блогера на территории Китайской Народной Республики, ни одной лояльной газеты, СМИ, телеканала, ни одного лояльного Weibo. У Россотрудничества, кстати, есть Weibo на китайском языке, я не знаю. Если есть, напишите в комментариях. Я не видел. Такая работа не ведется. Не ведется работа с парламентариями китайскими. Не ведется работа с Китайской коммунистической партией по вопросам таких консультаций. Я напомню, что Китай не брезгует поехать за закрытым рынком на уровне заместителя министра в Россию и провести ряд настоятельных консультаций с требованием предпринять меры по ликвидации такой проблемы. Но, не оставляя надежды, будем наблюдать за развитием ситуации. Что касается непосредственно путей реализации мягкой силы, а эта проблема системная, она будет возникать и в других категориях товаров, и в других геополитических, политических и общественных ситуациях неоднократно в ближайшие несколько десятилетий, для этого нужно вести работу по следующим направлениям. Во-первых, необходимо иметь свою группу лояльных людей, ведущих политически влиятельных университетах Китая. Это в первую очередь университет Цинхуа, это Пекинский университет, это Нанькайский университет в Тяньцзине, это университет Сунь Яцена в Гуанчжоу и это Шанхайский университет коммуникаций. Достаточно иметь мощное представительство в этих вузах, завязать их на контакты в Российской Федерации, сделать их сотрудничество с Российской Федерацией выгодным,
для этих вузов это не так дорого, чтобы не терять миллиарды долларов в результате решения враждебной к России части китайской элиты. Кроме этого, Россия практически не пользуется своим потенциалом Мекки красного движения. Россия не использует свою позицию историческую старшего брата в социал-демократическом движении, никак не навязывает Китаю никакую марксистскую риторику, более глубокого понимания марксизма, никак не оказывает влияния на идеологический фон Китайской Народной Республики, хотя мы, по сути дела, и являемся создателями Китайской коммунистической партии. Даже на нашей территории в Московской области проходил один из съездов Коммунистической партии Китая. По большому счету, своим рождением Новый Китай обязан Российской Федерации. И именно историческое прошлое, а не только прошлое, которое связывает нас по периоду войны с Японией и Германией, стоило бы навязывать и активно продвигать, опять же, учитывая абсолютно легальность этого действия в рамках китайского законодательства и идеологии. Тем более, что лидер Китая Си Цзиньпин абсолютно лояльно настроен по отношению к Российской Федерации. Третий момент, которым абсолютно не пользуется Российская Федерация, это отсутствие катехизации китайских туристов, китайского населения, как на территории Китая, так и на территории Российской Федерации. Совсем недавно, буквально чуть больше года назад, я был в Вильнюсе и с удивлением обнаружил, что храмы католические Вильнюса абсолютно наполнены китайскими туристами, и служба ведется даже не только на мандарине, на путунхуа, но и на кантонском языке. То есть Ватикан активно катехизирует китайское население, которое в виде туристов приезжает и с удовольствием, с интересом заходит в храмы. В Китае большими темпами растет христианское население, и вот по прогнозам Всемирной ассоциации католиков к 2035 году Китай будет самой крупной христианской страной в мире. Храмы Пекина переполнены католиками, протестанты занимают активную позицию по побережью Китая, огромное количество протестантов. И только Русская Православная Церковь ожидает чуда с неба и действует сугубо одной парой рук. Братство апостола Петра и Павла в Гонконге. И это абсолютно неприемлемое положение для той страны, которая в 2019 году посетила свыше миллиона, а почти на самом деле 2 миллиона китайских туристов. Это абсолютно не используется в влиянии на китайское население, абсолютно легальное и необходимое в решении политики мягкой силы. Вот достаточно упомянуть 3 таких важных случая, когда русская мягкая сила не в виде балета, на который приходит население Китая равной статистической погрешности, а в виде реального влияния на многомиллионные массы китайского населения, которые можно было бы использовать для создания информационных кампаний в случае необходимости, которая, например, возникла сейчас, когда союзное государство терпит миллиардные убытки, а ни одно представительство и ни один, скажем так, активный участник российского руководящего слоя не предпринимает ни одно усилие, когда, еще раз скажу, бьют табуреткой по голове с размаху. Бумажками здесь не отделаешься. Здесь нужно действовать куда более решительно и требовать и заявлять о своих правах, как на те права, которыми обладает полноценный союзник Китайской Народной Республики, а не ожидать, когда Китайская Народная Республика, увидев полное бездействие и беспомощность партнера, начнет заворачивать руки еще крепче. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, как еще можно продвигать русскую мягкую силу, как можно воздействовать на наших партнеров в рамках легального, медийного в том числе процесса. Напишите в комментариях,
Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Ну и повторюсь, что наконец-то закончена работа по моей книге «Китайская власть». Открыт предзаказ, можно сейчас заказать. Книга будет в конце января с подписью. Также принять участие во встрече в вашем городе или в Москве и получить доступ к вечно обновляющейся и расширяющейся версии книги «Китайская власть» в электронном виде. Еще раз вас с наступающим, дорогие друзья. Спасибо, что были со мной в этом году. Надеюсь на вашу дальнейшую поддержку во всех моих начинаниях в следующем году. Спасибо большое, удачи!